Ну, бро, я нереально заряжен, бро. Привет. У меня, как и у любого атлета, который гонится за профессиональным результатом в спорте, возникают какие-то мышечные асимметрии, в ходе которых идет сколиоз или какой-то другой дисбаланс, который приводит к травмам и так далее. Эти вещи необходимо лечить и проводить реабилитационные тренировки, на что многие атлеты кладут вот такой здоровенный болт. Нет с собой сейчас. Я бы уже положил на свои тренировки. А самое интересное в этой рубрике, что я буду рассказывать все про то, как я исправляю, как я лечу все эти травмы, как я провожу профилактические тренировки для некоторых моментов у меня в спине. И это будет полезно вам, даже если у вас еще даже нету этих травм. Поскольку профилактика, на то и профилактика, чтобы имеющиеся травмы не развивались, какие-то отсутствующие еще не появлялись. И чтобы быть не голословным, чтобы мой процесс лечения был грамотным, я заручился поддержкой хорошего друга, крутого однокомандника, очень толкового человека Сергея Смирнова. Это реально толковый атлет, который дипломирован, у него 2 высших образования. Вот здесь его название этих образований, потому что я могу слегка напутать. Ну, еще раз всем привет. Мы затрагиваем такую глобальную тему. Это восстановление и реабилитация, поскольку эта тема очень слабо освещена в наших кругах, и очень мало ребят осведомлены, какими можно использоваться методами, средствами для того, чтобы поддерживать свое спортивное долголетие. Вот. Почему это захотели снять? Поскольку есть запрос со стороны Вовы, и очень много есть сообщений мне в личные и в различных соцсетях. Ребята пишут с просьбой, вот я меня то травмировал, все травмировал, и поэтому, чтобы был какой-то общий конкретный ответ, с чего же начинать, как дальше с этим работать, мы начали рассказывать в этом видео. Итак, наш маршрут заключаться будет в следующем. С самого начала Владимир нам рассказывает о каких-либо травмах, которые у него присутствуют, то есть это его анамнез. Анамнез играет примерно 90% вашего успеха в дальнейшем. Если вы собрали правильный анамнез, то есть то количество травм, не травм, порезы, ушибы и прочее, это все важно, поскольку наша центральная система запоминает нашу каждую травму. Самое первое, что сейчас мы будем выполнять, мы его продиагностируем в плане работы его мышц. Нам необходимо узнать, как же все-таки работают его мышцы с левой и с правой стороны. То есть выявить его какие-то асимметрии, доказать вещи, которые, например, у него есть в процессе тренировок. Ну, к примеру, когда вот он говорит, что я отжимаюсь на брусьях, у меня там одна рука выходит вперед. Или там мне плохо прогрессирует планж, горизонт. Как вариант. То есть, такие тонкие моменты в мышечном тесте мы это сможем выявить. Итак, самое первое понятие это ММТ, что в переводе мануальное мышечное тестирование. Для чего оно нужно? Оно необходимо для того, чтобы определять мышечный тонус. То есть мы выполняем какое-то движение механическое, создаем преднатяжение, оказываем давление, наш испытуемый давление оказывает противоположное, и мы тем самым проверяем тонус, какой есть у мышцы. Тут есть 3 варианта ответа центральной системы на наше движение. Первый ответ – это нормотонус. Что значит нормотонус? В нашей мышце есть 2 компонента. Компонент сокращения и компонент растяжения. В норме эти 2 компонента, они одинаковые. Для этого у нас используются так называемые 2 полоски. Когда человек смотрит на 2 полоски, и если у него мышца находится в нормотонусе, она отключается. То есть это считается нормой. Это уже второе понятие. Первое понятие это было ММТ. Второе понятие – нормотоничная мышца. Третье понятие – это мышца, находящаяся в гипертонусе. То есть мышца у нас на наш тест дает положительный ответ, но при показе этих полосок она не отключается. То есть это говорит о том, что она находится в гипертонусе. Это наше третье понятие. И четвертое понятие, когда мышца вообще никак не реагирует. То есть мы ее тестируем, а она слабая. То есть это наше четвертое понятие гипотонус. То есть мышца, находящаяся в ослабленном тонусе. То есть гипо слабый, тонус, понятно, напряжение. Вот. Это 4 наших базовых понятия, от которых мы дальше будем отталкиваться. Также мы снимем несколько базовых движений. Это подтягивание, походка, отжимание на брусьях от пола, подтягивание на турнике и выход силы на 2 руки. Для того, чтобы проанализировать его не просто как локальные мышцы работают, но как они работают в комплексе, чтобы оценить его движение, поскольку для спортсмена очень важна техника. Если у тебя правильная техника, то, соответственно, и травм меньше. Если у тебя неправильная техника, накапливается асимметрия, какие-то мышцы работают начинают в избытке, какие-то начинают быть в гипотонусе. То есть мы ввели понятие терминов гипотонус и гипертонус.
Какие-то мышцы работают хорошо, какие-то хуже. И получается, что атлет накапливает в себе усталость. Накопив ее, начинают вылезать такие травмы, болит, сухожилия и так далее, так далее, так далее, так далее. Так, Владимир сейчас у нас подтянется до усталости, для того, чтобы понять, насколько у него асимметрия видна. Поскольку при 2-3 повторениях это не ярко выражено. Итак, смотрим. По мере того, как Владимир будет уставать, асимметрия будет выделяться все больше. Та группа мышц, которая у нас отстающая, будет уже заметна. По идее, у нас будет отстающая левая сторона, правая ведущая. То есть, если вы всмотритесь, то правая сторона у нас работает, включение происходит раньше. Итак, мы протестировали Владимира, узнали работу его мышц с левой и с правой стороны. И вот что мы выявили в сравнении с тем, что он сказал в начале. Итак, мы, естественно, начали снизу тела, закончили верхом. Итак, внизу тела какие у нас выявились проблемы. В данный момент из того, что наиболее вызывает такое повышенное внимание, это отсутствие тонуса в квадрицепсе справа. То есть, поскольку он жаловался на колено. То есть, у нас есть уже какая-то небольшая зацепка, что неработающая мышца и есть проблема с коленом. То есть, уже есть какая-то связь. Вот лирическое отступление. Это колено меня беспокоит с 2009 года. Вот прям точку, правое колено. Я когда-то ходил к врачу, мне сказали, что у меня там артроз сустава коленного. И это мне всегда препятствовало в паркуре, акробатике, у меня были дикие боли, мне было очень сложно приседать, потому что больно. Сейчас все нормализовалось, я в принципе могу бегать, но опять же такой постсиндром какой-то остался. Травма не излечена до конца. Вот, колено раз. Передняя дельта очень интересно было, поскольку Владимир пожаловался на то, что у него плохо дела там с планшем и с горизонтом. И, естественно, мы выявили, что у него в передних дельтах спасибо находится у него там гипотонус, что слева, что справа, и в средней дельте соответственно. То есть все плечо держится благодаря пока что сильной и нормотоничной задней дельте. Но, может, какие-то еще другим благодаря мышцам. Но факт в том, что эти две мышцы, что передняя порция и средняя... Благодаря боженьке. Они работают. Вот, а задняя дельта берет на себя всю нагрузку и вытаскивает все плечо, я бы так это назвал. Плюс с левой стороны у нас не работает трицепс. Вот, тоже, что очень странно. Вроде бы у воркаутера, а вроде все должно работать. А вот нет. Вроде даже брусья идут гораздо лучше, чем показатели в подтягиваниях. То есть... Да. И, кстати, к вопросу о кисти. Когда он делает выход на 2, он жаловался на кисть. Это у нас отражается в тесте. При тестировании сгибателей и разгибателей мышц предплечья возникает боль, и, естественно, мышца не работает. И поэтому Владимир при выходе на 2 не может на нее опереться, поскольку там есть какая-то проблема. Вот. Если сделать взрывной выход, то есть там опоры-то почти нет. Легко. Сейчас я после учебы и не спавший, я не могу сделать нормальный взрывной выход техничный. И поэтому я прям сильно опираюсь на кисть, и возникает дикая боль. Вот. Теперь у нас есть полный диагностический вариант Вовы в плане работы его Макет. мышц. Макет. Есть Вовы. его анамнез. Ну, в общем, какой итог нашей сегодняшней, так сказать, тренировки? К чему это все идет дальше? В дальнейшем мы будем использовать определенные методы. Первый метод это будет PDTR. Он расшифровывается как Proprioceptive Deep Tap Down Reflex, что в переводе с английского проприоцептивный глубокий сухожильный рефлекс. Данный метод был изобретен Хосе Паламаром. Он предполагает то, что все наши травмы базируются на повреждении рецепторов. То есть, когда мы выполняем какое-либо движение, например, человек идет, он случайно подвернул ногу, у него центральная система, что будет делать? Искать какую-то компенсацию, чтобы спасти определенную какую-то связку. Для того, чтобы она не порвалась. Она условно вводит там, в гипертонус какую-то мышцу, для того, чтобы она справлялась с этой нагрузкой, и центральная система это все компенсировала. Наша будет задача отыскать, какие травмы есть у Владимира, поскольку метод PDTR очень хорошо работает на травмах. С его помощью мы можем эти травмы найти. Именно для этого мы использовали мануальный мышечный тест. То есть мы вывели слабые мышцы, где-то есть проблемы, где-то у нас точки входа, то есть это его травмы, которые позволят нам эти травмы в дальнейшем убрать, то есть сбросить настройки, и чтобы все мышцы, которые у нас не работали, стали рабочими, сильными и в то же время нормотоничными. То есть у нас на это уйдет какое-то время для того, чтобы выстроить все вот это дело. И в дальнейшем вы увидите те движения, которые мы выполняли в качестве диагностики, то есть обычный тест, и плюс базовые движения, которые мы отсняли для этого.
Вторая методика, которую мы в дальнейшем будем использовать, это методика УСИН. Она предполагает укрепление тела в целом, то есть укрепление связок, сухожилий, костей, ну и в принципе всего тела. Поскольку методом ПДТР мы только сбросим настройки тела и зададим правильный ритм. Но чтобы дальше организм работал соответствующим образом правильно и обеспечить спортивное долголетие, нам нужно укрепить с вами связки и сухожилия. А это очень важно, поскольку в нашей дисциплине связки и сухожилия играют определяющую роль. Без этого, как показывает практика, атлеты, дай бог, выступают 2-3 года, и на этом все, их карьера спортивная заканчивается. Это уже как бы не мои выдумки, это статистика моя, которую я веду на протяжении уже там 3-5 лет. Как бы статистика печальная. Хотелось бы, чтобы атлеты были достаточно, скажем так, подготовлены, и чтобы могли обеспечить свое спортивное долголетие очень долгое время. Вот на такой веселой ноте прям все заканчивается. Прям. Ну, бро, я нереально заряжен, брат. Я мотивирован, бэм, брат. Ты станешь топовым номер 1 медицинским атлетом. Бэм, брат. Я полез на канат, брат.